Всем привет! Блин, последние два ролика, что-то я от них устал. Я хотел бы сделать еще один ролик и закончить эту тему, потому что я не люблю эти темы. Они съедают энергию, как вашу, так и мою. Но на канале появилось, ну, просто очень много зомби. Хотелось мне рассказать, как это происходит, как с нас делают зомби. Ну, скажем, с нас. С меня сложно сделать зомби, потому что есть разные типы людей. И 90% людей, они не любят напрягать мозг. Мозг вообще имеет такое свойство не сильно напрягаться. Он всегда ищет легкий путь. Как работает пропаганда и вся эта фигня? Я сейчас расскажу, только спокойно досмотрите. Я никого никуда не агитирую, просто вот послушайте мои рассуждения. Смотрите, как пропаганда работает. Когда вы приходите домой, уставшие, вы целый день на той работе долбались, что-то там ковырялись, мучились, устали, поели, легли, расслабляетесь. Вся эта фигня обычно идет вечером, нам преподносит. Это важно, и оно не случайно. Не просто потому, что все вечером дома, а потому, что вы в расслабленном состоянии. Кто-то еще под пивком. Вот это расслабленное состояние, это самое важное. Очень легко вам втюхать какую-то информацию. Чтобы вы понимали, не все так просто. Вот я вам расскажу такой, я не знаю, как назвать, способ Бернейса. Мы ходим в магазины, да, заходим в супермаркет, молоко взяли, хлеба купили, то все. Многие понимают, но вряд ли вы каждый раз заходите в супермаркет и задумываетесь, что они же маркетологи все разложили хитро, а я их сейчас обману, они хотят меня обмануть, а я же не лох. Вы просто тупо заходите, опять же уставшие обычно после работы, и все гребете. Но там же все разложено по каким-то фэншуйным правилам. Допустим, иногда какая хитрость, допустим, молоко. Свежее молоко вам поставят подальше, а если есть, которое на пару дней не такое свежее, его поставят поближе, чтобы вы его быстрее купили. Что-то ставят при входе, что-то ставят при выходе. При выходе обычно всякую мелочевку, жвачки, там, конфетки, какую-то хрень, которую очень хочется продать, чтобы она была на виду. То есть хитростей много. Так вот, этот Бернейс разрабатывал, как это все продать. И есть основные правила. Допустим, есть продукт, да, очки. Их надо продать. Бесполезно объяснять, какие они хорошие. То есть, с точки зрения психологии, вот так как это умные люди все это разрабатывают. Надо создать образ. Надо сделать какого-то крутого чела в каком-то пиджаке. Я не знаю, что там очки упали, не сломались. Какой-то образ связать с человеком, чтобы вызвать у человека эмоции. Потом вы эти очки просто связываете с этим там крутым или там с каким-то образом. Очки уже второстепенные, но они связаны. И вы, когда покупаете очки, вы входите в эту картинку, которую дали вам в рекламе. То есть вы себя чувствуете в той ситуации, которую вам придумали. Ну, проблема у нас была с войной, с непониманием там наших народов. На самом деле, я уверен, что многим из нас, из вас обидно, что вот так вот жили дружно-дружно, и вся эта хуйня, и вся эта херня случилась. Объясняю с точки зрения войны, если надо ее начать, прорекламировать, как это делается. Причем этот же человек это делал в Америке, то же самое. Прочитаю, чтобы я был более четок, потому что все то сценарии я не буду здесь переписывать себе на тетрадку, ставить суфлеры. Итак, чтобы начать войну, надо создать образ угрозы. Людям объясняют, что существует серьезная опасность, которую нельзя игнорировать. Это может быть реальная угроза, преувеличенная и неверно интерпретированная в различных случаях по-разному. Давайте вспомним, как у нас начиналось. У нас же не сразу, бух, все там мирно жили, и тут полетели самолеты, Россия вдруг напала. Все делалось, выстраивалось по чуть-чуть. Даже, я бы сказал, немножко дальше. Дальше аж еще можно в Советский Союз вернуться, что всегда мы искали врага. Америка злая.
Европа, они все к нам подступают, прямо хотят напасть. Мы вооружаемся, гонка вооружений, у нас надо это самое, бороться, быть на стреме все время. При этом всем нам объясняли, что в Америке люди спят на улицах, там безработица, там бомжи, там везде плохо. В общем, вся политика Северной Кореи, как сейчас происходит. И нас же не выпускали за границу. Вот сейчас мне, опять же, подписчик с Москвы выслал, что готовится указ, что, во-первых, вас сейчас закроют всех там, хрен вы выедете. А если и будете выезжать, вот так же, как в 70-е, по 10 человек, с каким-то работником там, с каких-то спецслужб, который вас будет контролировать, будете ходить как эти утята, блин, строем за ним. Или он за вами. В общем, все это держалось под контролем. Почему я говорю, что даже если и закончится эта вся хрень, которая происходит, ничего не закончится. Эта система выстраивалась годами, и она еще ее будут удерживать. Она очень удобная. И я это все хочу рассказать, чтобы вы понимали, как это работает. Тот, кто уже зомбирован, вряд ли там что-то можно сломать. Ну, а может быть, кто-то, кто сомневается и не понимает, как это происходит, я расскажу дальше. Итак, нам надо образ какой-то угрозы создать. Украина. Во-первых, то изначально, допустим, у президента России цель подчинить себе Украину. Во-первых, Советский Союз развалился, но Россия, так как самая большая, мощная, она привыкла быть во главе СССР. И очень хочется, слюна течет, удержать эти республики. Пусть это не будет Советский Союз, но должно быть все под контролем. И да, у него очень это хорошо получалось, просто феноменально в этом. Он гений. Но с Украиной не получилось. Украина стала независимой, хотя я вам честно скажу, когда она стала независимой, я не верил в том, что сейчас у нас здесь, блин, на Украине начнется наконец-то жизнь. Вообще, даже когда это все мы жили, я очень так присматривался. В России, бах, какой-то закон вышел. Проходит месяц-два, тот же закон в Украине вышел. Опять смотрю, другой закон. Чик, опять, блин, в Украине вышел. Думаю, а где же независимость? Что-то я не вижу, что происходит. Ну, думаю, ладно. Я не об этом. Потом, я не знаю, вы понимаете это или не понимаете, но это уже тоже по телевизору. Все это я тоже с телевизора беру. В конце концов, все, что вы знаете, вы тоже взяли с телевизора. Блин, вы ничего вам с космоса никто не пришел, не рассказал. Не будьте такие умные. Посмотрите другой телевизор и, возможно, поменяйте свое мнение. Но опять же, я, как вам объяснял, мозг не любит напрягаться. И когда вы смотрите однотипную информацию, мозг хавает ее. Причем самое главное правило – периодически вам повторять. Это раз. Подтверждать картинками – это два. Вы услышали, картинку увидели, все, факт налицо, вы его запомнили, положили на полочку. Как работает, допустим, та же студия Соловьева? Во-первых, авторитетный человек. Он раньше был журналистом, его уже знали. Ну, если бы он разговаривал сам, ну, знаете, как бы можно доверять, ну, так-сяк. Надо же пригласить еще пару-пять человек авторитетных. Типа мы здесь спорим, мы сейчас тут одну версию, я подтвержду. Вы уши развесили, вам же ничего не навязывают. Вы так типа подслушиваете их разговор. Да, вот этот прав, а оно же так, а действительно, блин, и вы себе взяли так, типа подслушали и себе что-то поняли. Но вы же не понимаете, что все это по сценарию, вы не думаете в тот момент. И это все каждый день, и опять новости, и опять все по-другому, и все в одну точку. Туду, туду, туду. Вы никуда не денетесь, вы станете зомби. Вы не станете зомби, как я. Вы должны выключить эту программу. А если вы смотрите на YouTube, к примеру, Ютубу похер. Он смотрит, что вам это нравится. Он вам не будет давать альтернативную или противоположную точку зрения. Он вас завалит в том же направлении такими же роликами. А, тут этот, тут тот, и все одно и то же. А пропаганда на это и рассчитана. Засрать весь эфир вот этой пропагандой.
не жалеют денег, миллиарды платят, и все в одну струю. Вы никуда не денетесь. Если ваш мозг не способен анализировать, как работает мой мозг, причем с детства, я не знаю почему. Самое первое мое сомнение, я помню в детском саду, когда я пришел поиграться с детьми в машинку, они все так, моя, типа моя. А я думаю, что бы не поиграться вместе. Я тогда еще понял, дети злые, люди злые. И, наверное, не хочу я быть зависеть от других. Я хочу, чтобы у меня всегда было все свое. Я вам клянусь, на протяжении всей жизни, вот это с детского сада, у меня дома всегда иголка, нитка, даже швейная машинка, еда, блин, у меня есть все. Я могу автономно прожить, наверное, ну, только еды там я не делаю бешеных запасов. А так-то у меня все, что хочешь. Я могу в магазин не ходить, какие-то железяки, инструменты, блин, что хочешь, могу найти и сделать. Всякие побрякушки, железячки, в общем, с любого говна я что-то могу смастерить. Во-вторых, в школе я был троечник. И вы, наверное, тоже не раз слышали, что троечники – это более практичные люди в конечном итоге. Кто такие отличники? Вот я здесь тоже часто смотрю. Умные люди, да, разбираются там, видно, что даже образование какое-то есть. Но сами отличники – это люди запуганные, с детства запуганные. Они боятся получить двойку, потому что дома отругают. Они сидят, зубрят какую-то херню, которая им не нужна. Им просто надо получить пятерку. Они не знают, надо им это, не надо. Просто получить пятерку. Они ее получают, они этим гордятся. Как жил я? Я приходил в школу, садился на заднюю парту, у меня был дипломат, я ходил в костюме, ну, уже 8-9 класс. Кидал его туда и то ли спал, то ли сидел, знаете. Задняя парта, во-первых, удобно. Ты видишь всех, тебя никто. Ну, учитель только. Смотришь, а что там Юра делает? А, блин, в жопе ковыряется. А это что? Это что-то там записочки пишет. А, он там Лилька, блин, классная девка. Блин, как бы к ней пересесть. И вот такое вот у меня это самое. Что-то там, что-то зайдет в голову от учителя хорошо, не зайдет, а может что-то интересное, то заслушаюсь. Вот так я учился. Заходит директор школы. Так, там надо куда-то мебель перенести. Кто хочет поработать? Я. Заберите меня куда-нибудь, я только здесь не хочу сидеть. Вот так я учился. Тройку мне ставили на автомате. Я мог ничего не говорить. Вот тройку на и все. Во-вторых, я был физорг школы. Мне все было налегке. Я классно бегал, все соревнования я защищал. А человек, который защищает честь школы, он тоже ценный человек. То есть я и пожарником там был, и спортивное ориентирование. Плаванием я не умел заниматься, там был другой чел. Пятиборье всякое. В общем, все, всякую, любую дырку меня пхали. Бегать умеешь? Бегай. Плюс я говорю, рассказывал, что вся школа передо мной зарядку делала. В 8 часов все становились вот на этой площади перед школой. И я им показывал, что надо повторять. Это мне так стыдно было, я не люблю такие вещи. Заставили. Я вообще не любил в школе. Почему я говорю, что я не могу принять вот это вот то, что сейчас происходит. Я никогда не принимал октябрят, комсомол, вот это стукачество, понимаете. Выбирают комсорга, а вот надо вступить в комсомол, а ты достоин, недостоин. Я думаю, нахер мне это нужен, вообще комсомол. Еще и ты, блин, сука, ходишь, стучишь, блядь. А он плохо сделал, он хорошо делал. Надо на собрании разобрать его. А ведь люди были, которые, да, сами в коммунистическую партию вступали, значит, боролись за это светлое будущее, там на партсобраниях такие, прямо это самое. Вот эти вот все комсорги, ну вы поняли кто, они же потихонечку потом по лестничке поднимались. И вот эти все стукачки подлые, они потом пришли к власти. И нами управляли дальше. Так вот, школа моя закончилась, быстро скажу, тем, что я ни одного экзамена не учил. Там сколько их было? 6-7. Единственное, я литературу взял шпаргалку, там надо было 6 листов сочинения писать, какая тема была неизвестна, но ходили слухи, и я прочухал, угадал тоже,
что моя профессия. А так как я собирался в мореходку, я просто фанат этим морем был. У меня было там пару книг таких, я их перечитал по нескольку раз, и одну взял как шпаргалку. Короче, сочинение я написал на 5,2, потому что там больше 6 ошибок, то есть запятая считалась ошибка, у меня там было 8,9. Но это было неважно. Учительница была в шоке, что я был троечником, никогда ничего толкового не это самое. А тут так красиво все написал. Так вот, все учителя у меня экзамены принимали так. Ну что, куда поступаешь, какие планы, там, туда-сюда. И со мной просто сидели, разговаривали. Они даже не, ну, тяни билет, ну, я там тянул, что там мог ляпнуть. Неважно, они мне просто ставили 3 балла автоматом и все. То есть они меня уважали как человека. Но вот этих отличников они не уважали, поверьте. Я знаю этих учителей, это были в то время очень классные люди. Причем почти все разъехались. У меня еще одна Белла Яковлевна в Германии живет, она уже очень старенькая. И учительница немецкого там живет. Очень классные учителя были, вот те такие классные. Во-вторых, меня бесило, я почему туда возвращаюсь? Я вам объясню, откуда это все тянется. И почему я не такой, как все. Я никогда не понимал, почему мы не можем выезжать. И, кстати, в мореходке тоже это был большой плюс, потому что там дают тебе паспорт моряка. И с пароходами ты бы куда-то заходил в другие порты и видел бы мир. А так-то ты и живешь, ни черта не знаешь, что в мире творится, только что тебе что-то рассказывают, даже по телевизору-то особо ничего не показывали. И вот ты там «Голос Америки», тот что-то подслушивал. Поэтому, наверное, в какой-то момент я выехал сюда, это действительно еще мечта с детства была вырваться с этой клетки, с этого Советского Союза, с этой системы, понимаете? Мне не нравилась система контроля, вот эти вот менты, блин. Вот это все, что происходило, я чувствовал, это как-то не по-человечески, это как-то не для народа все было. Типа вроде для народа, но... И здесь меня, да, в Италии вот это зацепило, что здесь этого маразма нету. Вообще нету, здесь все по-другому, и никогда такого не было. Опять же, вам это не понять. Вы там смотрите на стены обшарпанные, причем здесь стены, сама обстановка, она другая. Она не такая, как там. И когда я в комментариях общаюсь, я сейчас в это время возвращаюсь в тот Советский Союз, потому что чувствую тоже зомбирование, и это самое, оно меня, ну, просто жалко людей. Что никакого шага за полвека прошло, никакого продвижения по разуму, по мозгам, никакого вперед нет. А здесь ты живешь, ты этого не видишь, и думаешь, всрались бы там вы все в той России, любите ее. Ну, как бы, что Украина? Понимаете, Украина, я тоже ее не поддерживал. Я тоже иногда ругаюсь с украинцами. То я по-русски разговариваю, то я беженец, то я убежал. Знаете, тебе лепят всякие ярлыки, блин, лишь бы тоже говна, блин, подлить. Люди злые стали и подливают куда угодно и что угодно. Много мне чего не нравилось. Опять же, я же не иду там что-то обсирать кого-то, с кем-то бороться. Собрал чемодан и уехал. Так же, как и вы говорили, кому там что там на Донбассе не нравилось. Ну, рядом же Россия. Собрали чемодан, поехали. В чем проблема? Так вот, что-то я начал и застрял. Образ угрозы. Вот вам и придумали там Бендера, националисты, не разрешают разговаривать на русском, не было никогда такого. Ну, там могли что-то там вякнуть, но это не было ни угроз. Я всю жизнь прожил в Черновцах, всю жизнь разговаривал на русском. Ну да, якісь хлопче підійде, щось спитає на українській мові, я відповідаю українською. Не было проблем. Никто от меня не требовал. Я даже сейчас в WhatsApp, у меня много знакомых, они разговаривают украинским, я разговариваю русским. Никто ничего никаких этих самых проблем. Это у нас, это мы знаем. Но вы же там в России все по-другому знаете. Вы же знаете, что русских там ущемляли. Вот для чего. Вам вбили в голову образ угрозы. Вы это схавали, приняли, повесили табличку, все, у вас висит скриншот, сделан в голове, что
была угроза русским. Разговаривать нельзя, там еще каких-то пару этих форматов, и вы с этим живете, с этими скриншотами. То есть, когда я вам начинаю что-то объяснять, или кто-то вам будет объяснять, у вас есть скриншот, вы его не можете порвать, все, он у вас врос в память. Как это работает? Разделение на своих и чужих. Мир начинают описывать как противостояние двух лагерей. Нюансы исчезают, а сложные события упрощаются до схемы «мы хорошие, они плохие». Тут все понятно, правильно? Украинцы-то это не народ, это ж вообще ничего, вы же там окраина, блин. Эти же разговоры. Откуда эти все разговоры? Поймите, когда ты разговариваешь, скажем, с 20 людьми русскими, и у всех шаблоны, понимаешь, у тебя начинает ухо резать, они все как будто с тобой разговаривают и читают что-то, все шаблонами, все скриншоты, взятые из телевизора. Опять же, я не знаю, почему они это не понимают. Ну, не понимают, опять же, только из-за того, что, повторяю, не я это придумал. Посмотрите статистику, 90% людей не хотят напрягаться и впитывают то, что им дали. Неоднократно повторяют, причем вам вбили в голову, соседу вбили в голову, вы во двор вышли, поговорили на эту тему, да, он вас поддержал. Все нормально. Третий вышел, тоже телевизор только что такой же. Все, у вас уже дружный коллектив, и вы сформировали свое мнение. Выходит еще один сосед моего склада ума, который посмотрел эту передачу. У него какой-то там прошлый опыт, он что-то проанализировал. А если сделать так, то какие будут последствия? Все это он переварил намного дольше, чем они. Они-то просто на расслабоне послушали, опа, есть, поняли. А этот полдня сидел, думал. Выходит, говорит, вы слышали какую херню, бред по телевизору говорили. А эти зомби уже 3. Ну какой бред? А что тебе не нравится? Ну так, война, блин, это же плохо. Так как? Есть же враг, украинцы, там же, блядь, бендеровцы, это же нельзя так оставлять, все правильно делают. Он говорит, ну так люди же будут умирать, так деньги на войну надо, это же разруха, это же наш братский народ. Какой народ? Это националисты, ты что, не слышал, что ли? Они нацики, фашисты. Как фашисты? Так вчера же братья были, у меня там сестра, тетка, что вдруг они фашисты? Все. Тупик. И вот такой, как у меня этот подписчик, и есть, я знаю, других знакомых таких, когда ты остаешься один, наедине в этом обществе, ты жить не можешь. У тебя есть работа, дом, квартира, а выйти поговорить ты не можешь. У тебя не сработало это зомбирование, и ты не такой, как все. А как жить? Мало того, что если ты еще и болтать много будешь, эти же трое пойдут на тебя настучат ментам или еще кому-то, и к тебе еще и придут. Ты не можешь ничего в соцсети написать, ни лайкнуть, ни комментарий, потому что, оказывается, еще и там за тобой следят. Все. И люди уезжают. Хотя интересно, что многие поуезжали, а сидят в Америке, в Германии. И говорят, что как они хорошо любят Россию. Все-таки мы здесь пожили в Германии, и все-таки Россия самая лучшая. И дальше живут в Германии. Чего мучаетесь? Вперед в Россию. Апелляция к эмоциям. Страх, гнев, чувство несправедливости действуют сильнее, чем сухие факты. Поэтому эмоциональные истории и яркие символы часто оказываются эффективнее статистики. То есть ролики-то нам легко намонтировать, правильно? Показали картинку, видосики, озвучили это все. Вы что там, пойдете проверять, а правда, неправда, а как бы там было на самом деле? Вы схавали. И все это у вас чердак этим заполняется мусором. Феноменально, понимаете? Но я не то чтобы это понимал и над этим работал. Он говорит, что у меня природно не было эффекта толпы никогда. Я объясню в Украине. Когда я сюда уезжал, была оранжевая революция.
Пару дней я должен был ехать. Но там такие крики слышу, в центре я живу. Думаю, пойду гляну, что. Но была одна проблема. Все ходили в оранжевом. То есть оранжевые куртки, майки, либо оранжевые какие-то там эти, черт его знает, полосочки были. Я не фанат не был ни того Ющенко, ни той революции. Я вообще уже 25 лет, если честно, на выборы просто не хожу. Неинтересно, я не верю в них. Нашел я какую-то оранжевую майку, вышел, просто стою, вот наблюдаю за этим. Машины, они с этими флагами, они такие довольные, там, А мне страшно, понимаете? Я говорю, что я не могу этим заразиться. Я никогда ни в одну какую-то тусовку не вливался вот так вот с головой. А у людей по-другому. И это просто видно склад ума такой. Я не знаю, как это работает. Ну как, я знаю, понимаю. Но самое обидное, что таких людей, как я, меньшинство. Или таких людей, которые умеют анализировать и не идут за толпой. А на самом деле, вот этой толпой, она же не может сама по себе. Ей обязательно нужен дирижер. Ей нужен кто-то, кто ее будет направлять. И почему создаются эти толпы? Потому что толпой легче управлять. Понимаете, главное их зарядить вот этой идеей, а дальше они сами будут двигаться, только немножко их подталкивать туда, и все будет происходить само собой. Следующее правило, 4. Повторение. Одно и то же сообщение звучит снова и снова из различных источников. Даже если человек сначала сомневался, постоянное повторение делает идею более знакомой, потому что часто более убедительной. Тут все понятно и так. Я вам говорю, что каждый день эти же новости, каждый день разные каналы, это просто поток такой информации, которая вам вливается в голову. У вас даже малейшего нету сомнения, чтобы это не принять. Насчет себя еще скажу. Когда там 5 или 10 лет назад я вообще не смотрел YouTube. Я даже не знаю, он, наверное, был уже 10 лет назад, да, по-любому. У меня была тарелка спутниковая. Я не знаю почему так. Вот спутниковая тарелка. Ну да, интернет у нас всегда был, но он очень слабый был. Он даже не тянул, наверное, бы эти ролики. Я даже если фильмы смотрел, мне очень сложно было посмотреть на телевизоре онлайн. Я их скачивал через торрент, а потом смотрел уже скачанные. Я смотрел русское телевидение. У меня так просто расположение такое было сложное, что я не мог одинаково и Россию, и Украину смотреть. У меня получалось чуть-чуть хватало Украины, пару спутников там, и Россию в основном. По России я что смотрел? Всякие шоу, развлекухи там. Фильмов там нечего было смотреть. И какие-то развлекухи по украинскому. И, кстати, и Зеленского тогда я смотрел и полюбил, знаете, как просто артиста, когда он там всякие свои эти передачи вел. То есть я вообще был далек от какой-то там политики, информации. Тут начинается вот эта вот вся эта война, вся эти разборки, еще, наверное, с 2014 года. Я не помню когда, но неважно. Я начинаю это слушать, думаю, что за бред несут. Я не могу, я 5-10 минут слушаю этого Соловья, всю эту херню я не могу слушать, меня телепает просто. Оно не то, что я там что-то задумываюсь, но это бред, он не связывается с логикой. Опять же, я украинец, и он мне сидит, рассказывает, что там бендеровцы, что нам жить стало невозможно, и они сейчас придут нас спасать. И все, я отрубаю нахрен эти все тарелки, всю эту хрень, и перехожу на YouTube и смотрю уже только вот интернет, телевизор. Вот тогда я начал после этой войны. То есть меня же тоже вроде могли зомбировать, но что-то, не прошло. А почему на других так сильно действует? Я же говорю, что потому что мы по-разному мыслим. Тем более повторение. Я один-то раз не могу выслушать, а еще и, в повторении. Да, мне становилось единственное чувство, что я помню, мне становилось страшно. Думаю, ни хрена себе у них это так сильно все построено.
И да, сработало. Опора на авторитеты. Политики, военные, ученые, журналисты, знаменитости. Если человек пользуется доверием аудитории, его слова могут восприниматься убедительнее. Кстати, это дурка с артистами началась, с певцами, блин, как они там, блин, стали вдруг политиками великими, блин, это вообще было что-то. Куда ты лезешь, ты артист, блин. И здесь тоже часть людей, также и среди них, разделилась, и вы же знаете, много артистов просто уехали, они не могли, не воспринимали вот эту действительность. Кем их назвали? Предатели. Макаревич, блин, все его слушали, любили с детства, это певец моей молодости. Стал на защиту Украины, так он предатель, вы что, все, ненависть, чуть ли не к стенке расстрелять. Я не понимаю, я даже не понимаю это слушать, не то чтобы какую-то ненависть к нему проявить. И даже у меня ненависти нету сейчас, если честно, к этим русским. Мне их просто жалко, как врача, пациента, то, что с ними происходит. И самое обидное, что когда это все закончится, оно когда-то должно закончиться, и когда начнут, наверное, больше рассказывать правды им же, с тех же телевизоров, и когда, если вдруг они поймут, как их тогда запутали, и насколько они не понимали, что происходит, хоть бери, блин, стреляйся, блин. И как это все переварить, что ты столько лет жил в непонимании чего-то. Я не знаю, ли сможет ли вообще включиться. Я боюсь, что это лет 50 не пройдет еще. И опять же, те же дети в военной форме. Мне женщина пишет, мы живем где-то там, черт его знает, в какой-то другой стране. И вы знаете, что она говорит? Ребенку 8 лет. И я ее спросила, там, ее, вот где ты хотела бы жить? Типа в этой стране, где мы живем, или в России? И знаете, что мне ребенок ответил? А это же святое, то, что говорят дети. Она говорит, в России. Во-первых, блин, дети, они точно копируют, что делают родители. И даже если вы думаете, что ребенок там сидит с игрушками, играется, он что? Думаете, он не слышит одним ухом, что вы там любите и куда вы хотите? Да вы уже там ему весь мозг прожужжали, что в России хорошо и что вы хотите в России. А сейчас вы думаете, это его мнение. В 8 лет он уже определился, где он хочет жить. Я говорю, а может дайте ему просто заниматься своим детством, а когда он вырастет, он себе сам определит как. Поэтому все вот эти 9 мая, все эти формы детям с самого детства, это постоянное навязывание и приучение к тому, что вы должны быть в военной правильной форме, всегда наготове. Дети должны понимать, что надо защищать свою страну. Что, блин, защищать? На вас никто не нападал, блин. И вот здесь какая идея получается? Опять с образом. Вам не просто надо пойти на войну, вам надо родину защищать. С вас сделают героя. Вас будут там, покажут по телевизору. Вот, смотрите, у нас вернулся инвалид. Он там, это герой, понимаете? Мы его приняли, мы благодарны таким людям. Вот все в таком стиле подается. В общем, я не знаю. Наверное, меня многие без этого ролика также думают. Ну, а все зомбированные, я не знаю, пейте таблетки. Что-то делайте, блин. Ну, а нет, то так и дураками помрете. В общем-то, почему дураками? Понимаете, у таких людей, они думают вот так вот, знаете, узко. Вот у них одна линия. Они больше ничего не видят. И таким людям проще жить. Зачем им напрягать мозг? А если там, а если тут? Здесь же все так просто. Вот. Это знаете, как ехать по прямой дороге и выбрать какую-то извилистую, там по горам с какими-то препятствиями. Там интереснее, там ты учишься практике. А вот просто прямая дорога, ехать просто, но мозг даже не тренируется и не рулить, не преодолевать препятствия.
В общем, такое опять натрындел. Опять же, я вам говорю, что я не журналист, я не люблю эти темы. Просто тема пошла, пока делать нечего. И да, я, кстати, понял очень нехорошую вещь, что таких людей очень много. Как с этим жить, не знаю. Ну, в конце концов, я живу в Италии, я ни с кем на эти темы особо не общаюсь. А на канале просто буду показывать дальнейшую жизнь. Всем пока. Все, кто на меня подписан, хочет, отписались, я уверен, что много. Ну, во-первых, я говорю, что те, кто отписывались, вы посмотрели, скажем, 200-300 роликов, вам все нравилось, там работа, жизнь, мои кино, а здесь просто от моей какой-то мысли отписались. Это настолько глупо, это сделать мне плохо. Я сейчас ему отпишусь, чтобы он, сука, знал, блин, я тебя ненавижу. Ну так вы один отписались, 20 подписались. Это не решение проблемы. Вы разбирайтесь в своей голове и не делайте никому зла. Единственное, что нас всех спасет, мы должны по-другому отнестись друг к другу, немного больше стараться понять друг друга, стремиться к миру, просто к любви соседу. Я не говорю, что вам надо пойти, извините, соседку трахнуть или соседу отдаться, а просто выйти улыбнуться, выйти поговорить о погоде, о чем-то, отвлечься от этого всего. И да, оно, знаете, даже так несет меня. Агрессия на агрессию, так работает мозг. Даже, наверное, какие-то монстры, которые к нам прилипают, они нас провоцируют на это. Не забывайте правила, не раскачивайте качели. Да, может, столкнулись с каким-то спором, да ну его нахер оставьте, все равно не разберемся, не найдем правды. Когда-нибудь все само собой решится. Всем пока. Любви и мира. Пока.